Подключился? Тогда давай приступим. Один из самых сложных квестов в игре. Самый увлекательный оффлайн-ивент с закладками документов, связью через секретные мобильные телефоны и беготней по всему миру. Нет, это не разработчики сошли с ума. Это Тарков, детка. Как это было? Где это было? Кто в этом принимал участие и как мы пробрались в кроличью нору и выбрались из нее? Сейчас все расскажу. Буквально в прошлую субботу, 2 декабря, разработчики выложили в своих социальных сетях видеоролик, который запустил внутриигровой квест. В кроличью нору, часть 1. Так началось наше путешествие в недра. В квесте задача была достаточно простая – убить диких и принести диск прапору, что мы и сделали достаточно быстро. После чего нас отправили на прогулку в АРС-терминал. Если ты до сих пор не знаешь, что это такое, или знаешь, но считаешь, что это ивент для 1% игроков, прими мои соболезнования. Ты лишаешь себя огромного куска пирога с удовольствием. Однако вернемся к сути. Зайдя в терминал, используя логин и пароль, который нам выдали в игре, мы наткнулись там на новые загадки и одну увлекательную историю про 2 сотрудников Террагрупп, которые украли секретные документы, куда-то их спрятали и пытались скрыться. Однако скрыться им не удалось. Так как по квесту нас просили найти эти самые документы, нам пришлось немного попотеть над расшифровкой. Внутри терминала мы отыскали еще 3 логина и пароля, и в конечном итоге нашли там ссылку на Google документы, в котором был скриншот из игры с изображением охотничьей вышки на карте лес. Расположение ее было найти несложно. Отправившись на место, наши оперативники быстро выполнили 2-ю часть квеста и наступило ожидание. 3-ю часть квеста разработчики запустили на следующий день. В ней к нам обратился лыжник. Мол, кабан, значит, инфу какую-то искал, а сейчас он свалил из города, и у нас есть шанс обшарить его кабинет в автосалоне. Сгоняй, значит, по-быстрому туда, воткни пару камер и шороху не наводи. Вроде звучит просто, да? Но на деле оказалось, что квест этот выполнить сложнее, чем кажется. Диких убивать нельзя на всех этапах. После того, как находишь документы в автосалоне, их надо отнести на таможню в 3 и заложить там, напротив меченой комнаты. А после этого подать сигнал желтой сигнальной ракетой и выйти живым с локации. Если на любом этапе ты что-то делаешь не так, все нужно начинать сначала, но мы справились и с этим. И что же нас ждало после выполнения этого квеста? Нам дали список из 4 координат. По традиции 1 в Германии, 1 в Японии, 1 в США и 1 в России. В срочном порядке нужна была агентура на местах. Благодаря реакции и наличию скоростного автомобиля у одного из наших шерпов, точка в Питере была найдена быстро. И там нас ожидала записка, в которой было сказано, что нам нужно добраться до камер хранения в центре города и забрать оттуда посылку. Самое забавное в этой ситуации то, что пока наш шерп-агент добирался до новой точки, туда уже добрался другой человек, вскрыл ячейку и забрал нужный пакет. К счастью, он поделился с нами фотографиями. Внутри оказался небольшой презент от разработчиков и часть логина и пароля. Быстро смекнув, что к чему, мы поняли, что в 4 разных частях света спрятаны 4 фрагмента с логином и паролем от нового пользователя в АРС-терминале. Тут, наверное, стоит отметить подачу. В Германии был плакат в магазине с QR-кодом, в котором была зашифрована ссылка на геопозицию следующей точки. Попав на следующее место, ребята обнаружили там контейнер с ключом от ячейки, ее номером и местом, где она находится, которым оказался ЖД-вокзал в городе Бохум. В США в реке был утоплен кейс для патронов, внутри которого было письмо с геопозицией, которая вела вообще в другой город за 900 миль от первой точки. Пришлось искать новых людей, которые отправились на место, и там выкопали банку, в которой опять же была очередная часть логина и пароля. Меньше всего инфы у нас, к сожалению, из Токио. Первая точка там была где-то в парке, потом были камеры, но, к сожалению, японцы мало делились с нами информацией, но в конечном итоге просто прислали нам фотографию с последней частью логина и пароля. И процесс пошел дальше. Имея новый логин и пароль, мы снова отправились в АРС-терминал и занялись своими хакерскими делишками. В этот раз загадки были сложнее. Новые типы шифров, отзеркаливание текста, чтобы потом прогнать его через дешифратор и получить нужные данные. В итоге были найдены и взломаны еще 3 юзера. И в последнем из них нас ждал новый кусок лора. Нам сообщили, что те храбрецы выжили. Видимо, речь шла как раз о тех парнях, которые украли первые документы. А еще нам сообщили, что кто-то потерял плюшевого мишку своей дочки, в котором тоже была спрятана флешка с данными. И эта информация и наши действия в терминале запустили следующий квест. На этот раз глобальный. Нужно было сдать 10 тысяч мишек Бирбади. На сайте Таркова появился соответствующий счетчик. Конечно же, цена на медведя на барахолке взлетела до небес. Чертовы спекулянты пытались обогатиться в конце вайпа. Глупцы. Но в конце концов задача была выполнена и медведи сданы. Тут, кстати, есть интересный момент. Если вчитаться в описание квеста, то прапор говорит нам, что ищет информацию про своего друга, который пропал с завода. И как думаете, про кого это? Батя Рыжего, очевидно. Вспоминаем крайнюю серию хроник, в которой Рыжий на записи камер с лаборатории Террагрупп видит своего батю. Все сходится. Однако я отошел от сути. После того, как мы выполнили квест, нам выдали следующую часть, 5-ю.
Нужно передать 4 флешки курьерам для отправки их на Большую Землю, то есть из Таркова. Флешки нужно было забрать в тайном месте, заложить их в районе выходов на машине на 4 разных локациях, а после убить по 7 ЧВК на этих картах, так сказать, для острастки. Ну и чтобы жизнь им медом не казалась. Выполнив работу, к нашему удивлению, ничего не произошло. В ожидании продолжения мы бродили по просторам Таркова и в какой-то момент получили письмо. Так, мол, и так, всем, кто интересуется документами, отправьте электронного голубя на адрес kerman@tarkov.com с темой «Полевая работа». Окей, так мы и поступили. В ответ нам пришло письмо от мистера Кермана. Нам снова дали 4 точки геопозиции, но в этот раз надо было не забирать, а закладывать. Да, ты не ослышался, нужно было придумать и распечатать пакет документов о разработке стимулятора SG1, заложить их в указанной точке, скинуть эти данные на почту и ждать дальнейших инструкций. Полевые агенты в Питере нашлись незамедлительно. Настя, Кальтер, Алекс, вам привет. Пока они добирались до нужной точки, мы собирали информацию из других городов, параллельно кооперируясь с англоязычными ребятами из Дискорда NoiseGuy и подготавливали пакет документов для закладки. А теперь внимание, как это было. По счастливой случайности парень под ником Мистер Сойер отслеживал все действия агентов на месте в прямом эфире. Поэтому информация, так сказать, из первых рук. После того, как пакет документов был заложен нашими агентами, пришло ответное письмо с номером телефона. Позвонив на него, нас направили к камере хранения, где лежал зашифрованный телефон. Через него с нами на связь вышел агент К и выдал следующие инструкции. В это время то же самое происходило в других городах. Агенты выдвинулись на место, но столкнулись с некоторыми трудностями, поэтому прогресс там замедлился. А вот агентура из Питера двигалась на следующую точку. Задание было следующее: прибыть на мост и сфотографировать цель. Прождав там некоторое время, пришло СМС о том, что задание провалено. Цель заметила агентов и скрылась в спортивном клубе. Нам незамедлительно следовало отправиться туда и проследить за целью. В срочном порядке агенты отправились на новый адрес, выполнили поставленные задачи и получили новые инструкции. Прибыть на начальное место и забрать там посылку с данными и заложить их на новой локации. Задача была выполнена. Фотоотчет об этом отправлен агенту К, и нам сообщили, что следующая точка, куда нам нужно будет попасть, находится в Москве. Что ж, снова пришлось искать новых полевых агентов. Когда они были найдены и получили соответствующие инструкции, результат не заставил себя ждать. Человек под ником Enchanter прибыл на место и обнаружил там флешку с данными. На ней хранился логин и пароль от нового юзера в RRS-терминале и небольшой презент от разработчиков. Ключи от максимального издания Таркова и промокода на Merge Store. Поскольку у нас снова был новый логин и пароль, мы отправились проверять терминал. Но в этом пользователе не было загадок. Там содержались фрагменты писем о том, что был потерян груз с каким-то химикатом, намеки на засорившиеся туалеты, в общем, ничего такого, что дало бы нам подсказки. А флешек из других стран все еще не было. Было принято решение, что надо ждать. Мы думали, что в других городах будут новые пользователи. Но когда была найдена флешка в Токио, там оказался такой же логин и пароль, который у нас уже был. Но потом появилось это. Да, финальный квест в цепочке, 6-я часть. Все боссы собрались на сходку в автосалон на улицах Таркова. И перед нами стоит задача убить их всех в одном рейде. Да, не умирая. Да, не ослышались. Сложно, но можно. Первые игроки выполнили квест спустя примерно 30 минут. Ну, кто бы сомневался, сложные квесты делаются очень быстро, правильно? И открыли нам, что же скрывается под неизвестной наградой. Это новый стимулятор SG-15. Его характеристики сильны, но и побочки не слабее. Видимо, это та самая секретная разработка Terra Group, которую они испытывали на похищенных людях. После сдачи квеста прапор сообщает нам, что теперь он узнал немного больше о судьбе своего друга с завода, и на этом квестовая цепочка заканчивается. Я лично надеялся на выход новой серии Хроник Рыжего, но ее пока нет, может быть еще появится, подождем. А вообще хочется сказать, что это было увлекательное путешествие, в котором приняло участие огромное количество людей. Кто-то бился над расшифровкой в терминале, кто-то бегал по городам, кто-то координировал это все и организовывал всех, и держал связь между разными частями света. Но все вы, мы, молодцы. И спасибо всем тем, кто принимал в этом участие и даже просто наблюдал за происходящим. Авторы ивента, вам отдельное спасибо за то, что вы делаете. Продолжайте, нам нравится. Вот так мы вторглись в кроличью нору. Если понравилось, вторгайся в наш телеграм-канал. Скоро там будет разыграна часть ключей, которые были получены во время ивента. И еще, там ты всегда будешь знать обо всем, что происходит в Таркове и около него. Ну и до встречи в следующем видео.